20 сентября 1989 года авиалайнер Boeing 737-400 авиакомпании US Air совершал внеочередной рейс 50-50 по маршруту Нью-Йорк-Шарлотт. На борту лайнера находились 63 человека. 20 сентября 1989 года в 14 часов командир и второй пилот доложили менеджерам авиакомпании US Air о готовности к полету рейсом 1846. Время вылета было назначено на 15 часов 10 минут, но Центр управления воздушным движением отложил взлет до 19 часов 35 минут. Ожидавший вылета 1,5 часа на рулежной дорожке, самолет вернулся к терминалу, чтобы пополнить запас авиатоплива, необходимого для полета. Рейс 1846 прибыл к гейту номер 15 аэропорта Лагуардия в 20 часов 40 минут. Погода в районе аэропорта вызвала отмены и задержки большинства рейсов в течение нескольких часов. Пока самолет находился на земле, командир уехал по заданию авиакомпании US Air, а затем вернулся к самолету, чтобы лететь в Норфолк, штат Вирджиния. Но диспетчеры авиакомпании US Air решили отменить рейс в Норфолк, высадить пассажиров и отправить самолет пустым. Но спустя несколько минут диспетчер передал командиру, что самолет не полетит перегоночным рейсом в Норфолк, а перевезет пассажиров в Шарлотт, Северная Каролина, внеплановым рейсом 50-50. Как только последний пассажир оказался на борту лайнера, входная дверь была закрыта, и в 22 часа 52 минуты рейс 50-50 отъехал от гейта номер 15. Командир вел самолет из Балтимора в Нью-Йорк и решил передать управление полетом из Нью-Йорка в Шарлотт второму пилоту. Когда самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу, последним пунктом в перечне подготовки к взлету была проверка автоматического торможения. Когда второй пилот назвал его, командир ответил «отключено», и второй пилот сказал, что самолет готов к взлету. В 23 часа 18 минут рейс 50-50 занял исходное положение в начале взлетно-посадочной полосы 31 в ожидании разрешения на взлет. В 23 часа 20 минут командир получил разрешение на взлет, и второй пилот нажал на кнопку включения автомата тяги. Через 18 секунд после начала разгона по взлетно-посадочной полосе самолет начало сносить влево. Речевой самописец записал, как командир говорит, получил рулевое управление. Впоследствии на допросе командир вспоминал, что он сказал: «Вы получили рулевое управление», но второй пилот сказал, что он думал, что командир сказал: «У меня есть рулевое управление». В 23 часа 20 минут командир сказал: «Давайте его обратно», что означало, что он прерывает взлет. На допросе причиной этого он назвал то, что самолет начало сносить влево. Он использовал обычные тормоза и рулевое шасси, чтобы выровнять самолет. Данные из параметрического самописца указывают, что скорость самолета составляла 240 км в час. Спустя несколько мгновений экипаж услышал громкий хлопок, а затем грохочущий шум. Шина носового шасси сорвалась с диска из-за неправильного использования командиром руля шасси. В 23 часа 21 минуту речевой самописец зафиксировал звук уменьшения тяги двигателей. Второй пилот доложил диспетчеру о прерывании взлета. Зафиксированное позже увеличение громкости двигателя указывает на включение реверса тяги, который был включен почти через 9 секунд с момента прерывания взлета. В 23 часа 21 минуту рейс 50-50 выкатился за пределы взлетной полосы 31 на скорости 62 км в час, столкнулся с деревянной стойкой огней и съехал в пролив Ист-Ривер. Лайнер разрушился на 3 части. Носовая часть с кабиной пилотов врезалась в стойку огней, а средняя и хвостовая часть частично ушла под воду. Около 20 пассажиров стояли на левом крыле, которое было над водой, и держались за тросы на крыле, пока ждали спасения. Передняя часть правого крыла также была над водой, и пассажиры также держались за тросы. Когда были открыты аварийные выходы, на уровне пола в салоне начала затекать вода, и несколько человек смогли выплыть из самолета. Экипаж бросил тонущим людям спасательные круги и жилеты, а также передал их еще оставшимся на борту пассажирам, которые не умели плавать. Из 57 пассажиров рейса 50-50 двое погибли. Они сидели в том месте самолета,
где хвостовая часть оторвалась от фюзеляжа. 15 других пассажиров были ранены. Расследованием причин катастрофы рейса 5050 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте. В ходе расследования следователи НТСБ нашли многочисленные проблемы в координации между обоими пилотами, которые повлияли на катастрофу. Командир не провел расширенный и аварийный инструктаж техники безопасности перед взлетом из аэропорта Ла-Гвардия или в течение 9 часов перед взлетом, когда все члены экипажа находились вместе. Командир решил выполнить взлет с мокрой и короткой взлетно-посадочной полосы с отключенными автоматическими тормозами, что противоречило рекомендациям авиакомпании US Air и компании Boeing. Экипаж не обнаружил неправильное положение руля носового шасси и неправильно выполнил лист контрольных проверок. Экипаж не обнаружил неправильное положение педалей руля во время руления в аэропорту и подготовки к взлету. Второй пилот не нажал на кнопку включения автомата тяги в начале разбега по взлетно-посадочной полосе. Позже он вручную выдвинул дроссели. В результате произошла задержка взлета, и в сочетании с малой тягой левого двигателя это еще больше осложнило сложившуюся ситуацию. Командир во время разбега не смог взять самолет под контроль или передать управление обратно второму пилоту в профессиональной манере. Из-за путаницы относительно того, кто контролировал управление, из-за плохой координации между пилотами, оба пытались сохранить управляемость, и ни один из них не контролировал самолет в полной мере, усугубляя уже возникшие трудности. Командир не проконсультировался с диспетчерами относительно прерывания взлета. Расчетная скорость взлета составляла 231 км в час, а командир прервал взлет при скорости 240 км в час. Командир не объявил второму пилоту и диспетчерам о начале прерывания взлета по стандартной терминологии, и в результате путаницы второй пилот не принял никаких мер. Командир не выполнил процедуру прерывания взлета по стандартной программе. После прерывания взлета он использовал обычное торможение, чтобы остановить самолет. Анализ бортового параметрического самописца показал, что руль носовой стойки шасси находился в крайнем левом положении, в то время, когда самолет стоял у терминала аэропорта. Так как питание самописца было выключено во время стоянки, НТСБ не мог выяснить, что послужило причиной поворота руля до крайнего предела. Неправильное положение руля должно было быть обнаружено во время подготовки к взлету, но пилоты не перевели руль в нейтральное положение. Окончательный отчет расследования НТСБ был выпущен 3 июля 1990 года. Согласно отчету, причиной катастрофы рейса 5050 стала неспособность командира осуществлять свои полномочия и своевременно отказаться от взлета или взять достаточный контроль над воздушным судном, чтобы продолжить взлет. Смотрите также. 1 июня 1999 года авиалайнер Макдональд Дуглас МД-82 авиакомпании American Airlines совершал плановый внутренний рейс 1421 по маршруту Даллас-Литл Рок. Но при посадке в аэропорту Литл Рока в сложных погодных условиях выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в мост, разрушившись на две части.